Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. Я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про основы электротехники. Сегодняшняя тема – сопротивление. Способность проводника противодействовать прохождению электрического тока, или АДС, называется сопротивление. Сопротивление обозначают заглавной латинской буквой R или малой буквой R. Единицы измерения измеряются в омах, килоомах, мегаомах. В честь немецкого физика Ома. В левом нижнем углу вы можете видеть, как изображена маркировка сопротивления на резисторах. И чуть ниже, в каких единицах она измеряется, более точнее. Опять-таки в тысячах, то есть разница в 3 нулях, если будем переводить из одной единицы измерения в другую. Что такое резисторы? Резисторы предназначены для сопротивления электричества. Вот так выглядит самый простейший резистор. Выполнен они в виде цилиндрической формы, и между ними два проводка, и чуть левее в виде прямоугольника, и самый левый тоже в виде цилиндра, но такой большой, массивный. Такой резистор еще могут называть бочонком. Это в простонародье. Условно-графическое обозначение для электрической схемы. Но опять-таки, простой резистор, переменный резистор, это который встроен с ручкой. В качестве примера могу привести, вот, например, выключатель, не который вот нажимаем на него и свет появляется, а тот, который с ручкой. Это сейчас такие современные. Суть в чем? Разница между обычным выключателем и выключателем с помощью резистора в том, что резистор, он, как сказать, не сразу включает-выключает свет, а так плавно включает-выключает свет. Такой еще называют его мягким светом. И добиваются его с помощью вот данного резистора в виде выключателя. И подстроечный резистор. Но это тот, который делают с помощью отвертки. Похож на предыдущий способ, но работает он с помощью отвертки. На изображении справа мы видим следующее. Размер резистора указывает на мощность рассеивания. Что я хотел этим сказать? Вы видите вот обычный резистор, и на нем вот эти черточки, полосочки. Это говорит о его мощности рассеивания электрического тока. В предыдущих видео я рассказывал о мощности создания электричества, то есть вот это генераторы, источники тока и так далее. И что такое мощность? Мощность — это, я уже говорил, скорость воспроизведения энергии. А в данном случае мы говорим о мощности рассеивания электричества за какую-то единицу времени. Это говоря коротко. Буквенное цифровое обозначение.
как и в предыдущем видео с конденсаторами, я уже показывал эту маркировку и говорил, для чего это. Ну, повторюсь. Данную маркировку придумали для того, что резистор, он сам по себе маленький, в основном. И поэтому много надписей туда не уместишь. И поэтому придумали такую маркировку, чтобы записать кратенько и о самом главном. Разберем первый пример. 2М-2 мегаом. Первый пример. М15. То есть это значит 0,15 мегаом или 150 килоом. Разница в 3 нулях, не забывайте. Если будем переводить из одной единицы измерения в другую. Следующий пример. 1М8. То есть это 1,8 мегаом. То же самое относится к килоомам и мегаомам. Виды соединения резистора. Соединение резистора есть два самых распространенных. Это последовательное и параллельное. Смешанное — это что-то среднее между последовательным и параллельным. Но разберемся поподробнее. Последовательное. При последовательном соединении сопротивление увеличивается. При параллельном сопротивление уменьшается. По сути, тут даже формулу как таковой не нужно. При последовательном мы просто суммируем, складываем все сопротивление и получаем общее сопротивление. А при параллельном соединении там нужна такая формула. Сперва данные резисторы мы должны переумножить, полученное число. Потом данное число мы должны, данные резисторы между собой сложить. И потом разделить. К сожалению, я не нашел в интернете более такой точно подходящий, но вы можете посмотреть на предыдущее видео с конденсаторами. По сути, формула все то же самое, только разница в том, что там при последовательном соединении у нас конденсаторы уменьшаются, а при параллельном увеличиваются. А тут наоборот. При последовательном соединении увеличивается, а при параллельном сопротивлении уменьшается. Вот такая вот разница. Ну и смешанное, это, как я уже говорил, что-то среднее между параллельным и последовательным. Так сказать, чтобы подобрать прям точное число. Цветовая маркировка резистора. По интернету очень много есть подобных изображений. Я вот выбрал самую лучшую, самую такую точную для вас изображение, чтобы было понятнее. Ну что же такое все-таки цветовая маркировка резистора? То есть это набор цифр. То есть это еще упростили, как сказать, надписи. Чтобы еще меньше писать, придумали цветовую маркировку. И каждый цвет что-то обозначает. Черный 0, коричневый 1, красный 2, оранжевый 3, желтый 4, зеленый 5, синий 6, фиолетовый 7, серый 8, белый 9. Вот. На изображении мы видим столбцы, и каждый столбец как-то подписан. Так вот, в основном берется две цифры, первая и вторая.
смотрим слева направо. Вот. А третья, скажем так, полоска, она не является цифрой, она является множителем. То есть, допустим, на данном изображении мы видим красную и черную маркировку, то есть это 2 и 0, то есть 20. И третья маркировка тоже черная, значит умножаем на 1. Тем самым мы получаем единицу измерений, в которых она была задумана. Это где-то 20 Ом. И мы видим также четвертую полоску, но она, скажем так, предназначена, чтобы определить коэффициент погрешности. Дело в том, что не все бывает вот прям по инструкции, есть где-то свои недочеты, человеческий фактор и тому подобное. Прошу прощения. Вот. И поэтому придумали такую четвертую маркировку, коэффициент погрешности, чтобы определить, больше или меньше данный резистор может на себя принять мощность рассеивания электрического тока. Ну, из основного у меня все. Подведем итоги. Что такое сопротивление? Сопротивление — это такая физическая величина, которая противодействует электрическому току. То есть ток идет по электрической цепи или по проводнику, а сопротивление не дает прохождения электрического тока, подавляет или вовсе не дает проходить электрическому току. Это зависит от резисторов. Резисторы — это то, с помощью чего ток не может пройти далее. Резисторы бывают разные по форме, по материалу, по мощности рассеивания и многое тому подобное, о чем я буду рассказывать в будущем. Также измеряется в различных единицах измерения. В основном встречаются это омы, килоомы, мегаомы. Далее виды соединений. Есть параллельные, есть последовательные и смешанные. При параллельном у нас при параллельном соединении сопротивление уменьшается, а при последовательном сопротивление увеличивается. И вот цветовая маркировка. Ну, тут по сути говорить нечем, просто нужно запомнить, какой цвет к чему относится. Ну а на этом у меня сегодня все. Всем спасибо. Не забывайте подписываться на мой канал. Пишите комментарии. Может, у вас есть свои вопросы или есть, скажем, предложения по моему видео, есть какие-то замечания. Пишите. Также не забудьте поставить лайк моему видео. И поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео в сфере технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта в разделе электротехника. Основы электротехники. Всем спасибо и до новых встреч.